Байкал – уникальный природный объект. Это самое глубокое озеро на планете – 1640 метров. Находится в России, на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Это крупнейший резервуар пресной воды – 20% мировых и 80% российских запасов. С 1996 года Байкал входит в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Протяженность Байкала – 620 километров. Озеро находится в сейсмической зоне на месте тектонического разлома. Ежегодно здесь происходит по нескольку сотен землетрясений небольшой интенсивности. Почвенный слой небольшой, и монолитные горные породы находятся близко к поверхности. Зимой Байкал замерзает почти полностью. Толщина льда может достигать 2 метров и держаться 4 месяца. На поверхности льда образуются многокилометровые трещины. Их разрывы происходят с пронзительным треском. После освобождения ото льда прозрачность Байкала достигает 40 метров вглубь. По исследованиям ЮНЕСКО, состояние экологии находится в прямой зависимости от уровня образованности. На байкальской природной территории преобладает русское население. Доля лиц с высшим образованием составляет около 9% среди взрослого населения. Четверть имеют среднеспециальное образование. Трудоспособное население достигает 60%. В малых населенных пунктах уровень экономической активности ниже. В последнее время возрастает занятость населения в туристической отрасли. На берегах Байкала расположено 85 малых населенных пунктов. Некоторые из них заброшены. Постоянно проживающих здесь чуть больше 100 тысяч жителей. Но все меняется в туристический сезон. Сегодня туризм является основой экономической деятельности населенных пунктов на Байкале. Основной наплыв туристов происходит в летние месяцы. Ежегодно Байкал посещает более 1,5 миллиона туристов, в том числе 211 тысяч иностранных. Из них 64% это туристы из Китая. За последний год количество иностранных туристов выросло почти на 35%. Туризм является одним из источников экономического развития близлежащих регионов. Есть 3 основных профиля туристов на Байкале. Это туристы из России, в основном около 50 лет, приезжают на Байкал парами или семьями. Европейцы, чаще лет за 50, путешествуют большими группами. И туристы из Китая. Разных возрастов прилетают большими чартерами на 3-4 дня. Остров Ольхон для них является сакральным местом и обязателен для посещения. Нетрудно представить масштабы хозяйственно-бытовой деятельности, вызванной сотнями тысяч туристов. В центральной экологической зоне Байкальской природной территории работают 6 единиц канализационных очистных сооружений. 5 из них в населенных пунктах и 1 на территории санатория «Электро». Также имеются 3 единицы на объектах социальной сферы. Локальные очистные сооружения установлены на территории некоторых туристических баз. Недостаточное количество очистных сооружений в населенных пунктах на Байкале приводит к эскалации антропогенного воздействия туристов на экосистему озера. Более 150 турбаз и домов отдыха удалены от централизованных систем канализации. Увеличивать протяженность канализационных систем бесперспективно, так как половина из них изношены. Многие турбазы не работают в зимний период. Практически все турбазы находятся рядом с берегом озера, что предполагает высокие требования к очистке сточных вод. Только в Ольхонском районе Иркутской области выявлено около полусотни турбаз и гостиниц, построенных прямо у воды, в нарушение норм законодательства в области водоохранных зон. Официальная статистика говорит о том, что сброс загрязненных сточных вод в бассейн озера Байкал составляет 41 миллион кубометров в год, а это почти 112 тысяч кубометров в сутки. Например, хозбытовые стоки города Байкальска являются типичными бытовыми стоками среднего по числу жителей города. Согласно приказу Минприроды России номер 63 от 5 марта 2010 года, в Байкал можно сбрасывать очищенные стоки, требования к которым превосходят природный фон в этом районе. Завышенные требования ведут к удорожанию очистных сооружений, в разы усложняют технологии и делают необходимым присутствие на объекте высококвалифицированного персонала. Невыполнимость этих требований, в том числе и по финансовым соображениям, приводит к сбросу стоков в Байкал без какой-либо очистки. Ученые и эксперты полагают, что причиной распространения водорослей спирогиры в Байкале являются неочищенные бытовые стоки, обогащенные фосфатами. При этом, по мнению экспертов, больший урон наносится организованными отдыхающими, которые размещаются на турбазах, а не дикими туристами, доля которых в общем турпотоке не более 10%.
Одним из примеров возможных последствий антропогенного воздействия на природные объекты является пример Аральского моря. Когда-то 4-е по величине озеро в мире сегодня почти исчезло. К 2004 году Аральское море потеряло 75% своей площади и 90% воды. Причиной стал неконтролируемый водозабор из основных питающих рек для орошения полей, начавшийся в 60-х годах. Сегодня на месте Аральского моря соленая пустыня. Пыльные бури на сотни километров разносят соль и ядохимикаты, попадавшие с коллекторно-дренажными водами. Местное население страдает от респираторных заболеваний, рака, глазных болезней. Высокое содержание солей в воде и почве сделало невозможным земледелие и рыболовство. На самом деле, во многих случаях человек является триггером, спусковым крючком для запуска, старта многих саморазвивающихся природных процессов, которые затем идут как лавина, и остановить их невозможно. И здесь нужно немного, только изменить существующее равновесие, и процесс покатится как снежный ком. Человек способен производить такие колоссальные изменения, и, естественно, он должен за них отвечать. Конечно, Байкал – это, в общем-то, то место, которое для его регионов, которые с ним соприкасаются, это Иркутская область, Бурятия, это, в общем-то, место достаточно святое. Там центр притяжения вот этих двух регионов, что все стекается на Байкал. Все, как бы, весь туризм, весь интерес, все завязано на Байкале. За последние лет 5 я был на Байкале раза 3, выезжаем там где-то неделю-две, живем в палатках, самое такое правильное времяпровождение. Каждая удобная бухта, к которой можно подъехать, там уже стоит по турбазе. И отдыхающие часто не очень за собой следят, мусор как бы вывозится нерегулярно. Мы погружались на Байкале в районе Листвянки. Брали пробы воды в начале, в середине и в конце поселка. С разных глубин. Мы исследовали эту воду, ничего такого мы не нашли, то есть там сверхъестественного, грязного и так далее. Мы были в начале июля, но местные жители говорят, что Байкал, он цветет. Вода в целом, да, прозрачная, то есть если ее налить в банку, то есть она прозрачная. Но единственное, что дно зарастает вот этой зеленой водорослью. Там губки еще есть из живности. На той глубине, на которой мы ныряли, есть еще такие небольшие моллюски. Есть рыбки, то есть, они немногочисленные. Основная масса, естественно, живет дальше от берега и глубже намного. То есть мы жили, у нас воды не было. Мы ходили в колодец на гору. То есть, как такового водопровода у нас не было. Возможно, в отелях и гостиницах есть трубопровод, конечно, но канализация все равно, она вся, к сожалению, так же, как и у нас, так же, как и где бы то ни было, она стекает вся в реки и в воду. С точки зрения профессора Кирпотина из Томского государственного университета, изменение экосистем не является однозначно негативным процессом. Любая экосистема способна познавать и трансформироваться. Мы даже вынуждены пересмотреть некоторые концепции современной экологии и затронуть так называемые когнитивные представления, которые сложились в экологии и в целом в науках о природе в последние годы. Не только конкуренция, но и кооперация является эффективным инструментом эволюции и развития. Организмы, включая человека, не просто приспосабливаются к воздействиям окружающей среды, или окружающая среда приспосабливается к воздействию человека и других организмов, а современные представления когнитивные, то есть этот процесс является познавательным процессом. Особенность организации переработки бытовых сточных вод в туристическом секторе заключается в ярко выраженном сезонном факторе, а следовательно, в нестабильности их поступления. Вопрос очистки бытовых стоков от туристического сектора на Байкале решают установкой локальных очистных сооружений, которые устанавливаются в малых населенных пунктах и на отдельных объектах. Компания Alta Group, российский разработчик и производитель очистных сооружений, реализовала несколько подобных проектов. В рамках реализации проектов Alta Group совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения и Московским государственным строительным университетом обратилась к губернатору Иркутской области с просьбой поспособствовать приостановлению действия приказа Минприроды номер 63 от 5 марта 2010 года. Как альтернатива было предложено ввести требования очистки до принятых в Российской Федерации нормативов, которые и так являются самыми жесткими в мире.
Принципиально важно не допустить увеличения антропогенной нагрузки на экосистему Байкала. Это касается, конечно, и туристической отрасли. Конечно, это очень перспективная отрасль экономики региона. Интересная, приносящая доход, создающая рабочие места. Но обратной стороной этого в целом позитивного фактора становятся новые проблемы. Этими вопросами нужно, конечно, заниматься вплотную. Нужно стимулировать экологическую ответственность бизнеса, в том числе разрабатывать варианты софинансирования экологоориентированных проектов. С особым вниманием нужно относиться к обеспечению систем жесткого контроля. Основная проблема Байкала, она заключается в несоответствии закона реальности. Слишком жесткие нормы стало невозможно исполнять. Для населенных пунктов технологии, которые были заложены при проектировании, не могут выполнить эти нормативы. Ни одно очистное сооружение в те деньги, которые предусмотрены тарифом, не может обеспечить нужную очистку. Есть ли технологии, которые могли бы справиться с поставленной задачей? Конечно же, есть. Но стоимость этих технологий, стоимость реализации их и стоимость эксплуатации, она крайне высока. На сегодняшний день я вижу главной задачей – это сделать закон реалистичным к исполнению. Конечно, требования к очистным сооружениям, которые находятся на Байкальской природной территории, они должны быть жестче. В частности, обязательно должны быть предусмотрены и резервуары накопительные на случай, если очистные сооружения выходят из строя. Это должна быть хорошая энергообеспеченность таких объектов, которая бы ни в коем случае не давала бы сбоя и так далее. Эксплуатация – это самая главная проблема, которая влияет на результат очистки сточных вод. Очень много хороших технологий, но, к сожалению, не хватает сейчас персонала, который могли бы эксплуатировать эти технологии. Необходимо использовать биоадаптивные технологии. Это, например, использование биопленок показало, что они прощают очень много технологических просчетов и очень много функций технолога природа берет на себя при использовании как раз вот биоадаптивных технологий, которые основаны на использовании биопленки, то есть структурированного биоценоза.